Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы и подписчицы канала. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Елена Ермина. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Также я хочу вас пригласить на мой второй канал для женщин, который называется Елена Ермина Бьюти. Все ссылочки на канал вы найдете в описании под этим видео, а также в всплывающей подсказке. По просьбам моих зрительниц я решила снимать не только мастер-классы по вязанию крючком, но также и спицами. Сегодня мы с вами свяжем очень красивый ажурный узор. Узор очень универсальный, вяжется легко, просто и быстро, и подойдет он для того, чтобы вы смогли связать кардиган, жакет, жилет, снуд, шарфы, шапочки и многое другое. Надеюсь, узор вам понравится, и вы возьмете себе его в копилочку. Вязать узор я буду из пряжи Belle Ombre Batik, торговая марка Alize, это 100% хлопок. И давайте сразу же вам цвет пряжи скажу. Номер 7496, метраж 250 грамм, 900 метров, 250 граммах. Обзор на эту пряжу я делала в предыдущих своих видео. Ссылочку на это видео я вам оставлю. Также вы можете воспользоваться моим промокодом на скидку, который дает вам право уменьшить сумму покупки, сумму заказа в интернет-магазине Pasma на 5%. Срок действия купона не ограничен. Купон можете скопировать в описании под этим видео. А пряжу я заказывала в интернет-магазине Pasma. Ссылочку на магазин и на эту пряжу вы найдете в описании под этим видео. Проходите, смотрите, выбирайте пряжу и также инструменты для вязания. На моем канале вы можете также найти каталог мастер-классов. Все мастер-классы подробно обучающие и бесплатные. Ссылочку на каталог я оставлю в описании под этим видео в всплывающей подсказке. Раппорт узора, который сейчас мы будем вязать, состоит из 5 петель плюс 2 кромочные. Высота одного раппорта 12 рядов. Я хочу связать 3 раппорта, и для этого мне необходимо набрать 15 петель. 15 делим на 5, получается 3 раппорта плюс 2 кромочные. Набираю 17 петель. Набрала 17 петель и приступаем к вязанию первого ряда. Первый ряд узора мы все 15 петель вяжем только лицевыми петельками. Кромочную петельку снимаю и вот эту первую петельку провязываю лицевой за заднюю стеночку. Размер спиц у меня 2,5. Спицы на тросике. Первый ряд это лицевая сторона узора, второй ряд изнаночная сторона, то есть все нечетные ряды вяжутся по лицевой стороне, все четные по изнаночной стороне узора. Довязали до конца первый ряд, разворачиваю вязание на другую сторону и вяжем второй ряд изнаночными петельками. Первую петельку снимаю. Остальные 16 петелек вяжем изнаночными петельками. Далее мы третий, пятый ряд вяжем по принципу вязания первого ряда, а четвертый и шестой по принципу вязания второго ряда. То есть третий ряд и пятый мы все петельки вяжем лицевыми петлями, а четвертый и шестой мы вяжем все петельки изнаночными петельками. Я продолжу вязание до 6 ряда включительно за кадром. Провязала я 6 рядов узора. У меня здесь все петельки лицевые с лицевой стороны, а с изнаночной стороны все петельки изнаночные. И сейчас мы с вами свяжем 7 ряд узора, свяжем вместе. Одну петельку кромочную первую я снимаю,
Следующую петельку, первая петелька раппорта, я провязываю ее изнаночной петлей, накид на спицу. И вот у нас сейчас будут провязаны 3 петельки вместе. При этом центральная, она же вторая вот эта, должна быть сверху. Каким образом мы это сделаем? Первую петельку я переношу на правую спицу, вторую петельку снимаю. Далее вот эту первую петельку я переношу обратно на левую спицу. Центральная петля перед работой. Первую и третью петельку я провязываю вместе лицевой петлей за задние стеночки. Провязали вместе. И вот эту центральную, она же вторая петелька была у нас, через нее мы протягиваем петельку, которая у нас образовалась при вязании 2 петель, первой и третьей вместе. Один накид на спицу, вяжем петельку одну изнаночной петлей. Все, закончили вязать один раппорт. У нас раппорт состоит из 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас мы то же самое провяжем, но уже второй раппорт по принципу вязания первого. 1 изнаночная петля, накид, первую петельку снимаем на правую спицу, вторую петельку центральную снимаем на правую спицу. Далее мы вот эту петельку, первую петельку опять перебрасываем на левую спицу, вторую петельку центральную перебрасываем на правую, и первую и третью петельку мы вяжем вместе лицевой петлей за задние стенки. Центральная петля, через вот эту центральную петельку, она же у нас вторая, мы через нее протягиваем вот эту петельку, которая у нас образовалась при вязании первой петли и третьей вместе. 1 накид на спицу, 1 изнаночная петля. Все, связали мы с вами 10 петель, 2 раппорта, и продолжаем вязать. 1 изнаночная петля, 1 накид. Далее мы петельку снимаем на правую спицу, вторую петельку центральную снимаем на правую спицу. С правой спицы берем первую петельку, перекладываем, переносим ее на левую спицу, и первую и третью петлю вяжем вместе за задние стенки. Провязали. Теперь через вторую петлю, либо центральную, по-другому мы переносим вот эту петельку, которую мы провязали вместе, которая у нас образовалась из первой и третьей петельки. Накид, 1 изнаночная петля, и кромочную мы тоже с вами провяжем изнаночной петелькой. Все, связали мы 3 раппорта. В ширину 8 ряд мы вяжем по узору. Давайте его провяжем вместе. Первую кромочную я снимаю. Здесь у нас первая петелька узора, провязываю ее лицевой. Накид провязываю изнаночной. Изнаночную петельку провязываю изнаночной. Накид провязываю изнаночной. Здесь, значит, у меня идет петелька лицевой. Далее вяжем вторую петельку лицевой петлей. Накид провязываем изнаночной петлей. Следующую петельку изнаночной. Второй накид провязываем изнаночной петлей. 2 петельки вяжем лицевой петлей за задние стенки.
накид изнаночной петлей. Здесь у нас изнаночная петля, провязываем изнаночной, накид изнаночной и 2 петель. Тут 1 петелька провязываем лицевой и кромочную справа провязываем лицевой петелькой. Связали мы 8 ряд по узору и приступаем к вязанию 9 ряда по принципу вязания 7 ряда. 9 ряд вяжу по принципу 7 ряда. Снимаю вот эту кромочную петельку. Далее первую петельку провязываю изнаночной петлей, 1 накид на спицу. Вот эту петельку снимаю, переношу ее на правую спицу. Следующую петельку я тоже переношу на правую спицу. Далее, это вот у меня вторая, первую петельку переношу с правой спицы на левую. Вот эта центральная петля, она у меня остается на правой спице. И первую петельку и третью я провязываю вместе лицевой за заднюю стеночку. Теперь через вторую петельку, она же у нас центральная, переношу вот петельку, которую мы связали с вами вместе за заднюю стенку. Это у нас была первая и третья петелька вместе. 1 накид на спицу, вяжем 1 изнаночную. Мы провязали 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас основа одного раппорта. И приступаем к вязанию второго раппорта. Раппорт у нас начинается с 1 изнаночной петельки. Накид. Петельку вот эту снимаем на правую спицу, не провязывая. Вторую петельку переносим на правую спицу, не провязывая. Теперь меняем их местами. Я снимаю первую петельку и переношу ее на левую спицу, а центральную вторую переношу на правую. И первую петельку и третью мы провязываем вместе лицевой за заднюю стеночку. Теперь через центральную петельку я через центр переношу вот эту петельку, которую мы связали. Образовалась у нас при вязании первой и третьей петли вместе. Накид на спицу, 1 изнаночная петелька, связали второй раппорт и продолжаем вязать третий раппорт. 1 изнаночная петелька, накид. Петельку первую снимаю, не провязывая, вторую петельку центральную снимаю, не провязывая. Далее первую петельку я переношу на левую спицу, а вторую петельку на правую спицу. И первую и третью петельку мы вяжем лицевой петлей вместе за задней стенки. И теперь вот эту петельку, которая она у нас образовалась при вязании 2 петель вместе, я ее завожу через центральную вторую петельку, чтобы вот у нас вторая петелька, она была сверху. Накид на спицу и заканчиваем вязать ряд 2 изнаночными петлями. Таким образом у нас смотрится узор. Покажу вам его поближе. Давайте провяжем с вами 10 ряд. 10 ряд вяжется по узору. Значит, петельку снимаю, вторую петельку провязываю лицевой за заднюю стенку, накид изнаночной, следующую петельку изнаночной, накид изнаночной петлей, 2 петельки провязываю лицевыми петлями за задние стенки, накид изнаночной, изнаночную петельку изнаночной, накид изнаночной, 2 петельки, они смотрят на меня как изнаночные петли, провязываю как лицевые, провязываю лицевыми, накид изнаночной, следующую петельку изнаночной, накид изнаночной и заканчиваю вязать ряд, лицевые петельки и кромочную провязываю лицевыми петлями. Таким образом выглядит изнаночная сторона узора.
И сейчас мы вяжем с вами 11 ряд по принципу вязания 7 и 9 ряда. Я буду показывать и не буду при этом озвучивать, а вы будете следить за моими руками. Кромочную снимаю, вторую петельку, либо первую петельку раппорт провязываю изнаночной, накид и вяжем. Все, связали с вами 11 рядов, и 12 мы ряд вяжем по узору. Кромочную снимаю, и дальше мы вяжем лицевая, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых. Все, связали мы узор. Таким образом выглядит изнаночная сторона узора и лицевая сторона. Раппорт у нас состоит в ширину из 5 петель, в высоту 12 рядов. Сейчас для того, чтобы продолжить вязание, вы можете перемотать видео на начало вязания первого ряда и вязать с 1 по 12 ряд включительно. Это будет у нас основа одного раппорта в высоту. Я сейчас продолжу вязание за кадром и покажу вам, что у меня получилось. Связала я 26 рядов узора. Таким образом смотрится узор с лицевой стороны и с изнаночной. Раппорт состоит из 12 рядов. У меня здесь связано 2 раппорта в высоту. Посмотрите, какой красивый, потрясающий, шикарный узор у меня получился. Вязала я из пряжи. Это 100% хлопок, мягкий хлопок. И посмотрите, какая потрясающая окраска пряжи. Пряжу я заказывала в интернет-магазине Пасма. Ссылочку на пряжу и свой промокод я оставлю в описании под этим видео. Срок действия промокода моего не ограничен. Вы можете уменьшить сумму покупки на 5%. Присмотритесь к этому узору, посмотрите, у него эффект 3D, он объемно смотрится. Вот эти вертикальные ажурные полосы, они зрительно удлиняют силуэт и уменьшают зрительно фигуру. Узор стройнит. Данным узором можно связать красивый кардиган, либо летний вариант, либо демисезонный, из пряжи из летней серии, либо зимней пряжи. Также будет неплохо смотреться вязаные кофточки без рукава, с рукавом, снуды, шарфы, шапочки, топы, жакеты и жилеты. Узор очень универсальный, вяжется, как вы убедились, очень-очень просто и быстро. Ничего здесь сложного нет. Даже вам не понадобится схема.
для того, чтобы связать данный вид ажурного узора. Вязала я спицами номер 2,5, круговые, на металлическом тросике. Название спиц Панорама. Длина спиц от одного кончика до другого 40 сантиметров. Пряжа для вязания. Подробный обзор вы можете посмотреть в видео, ссылочку я оставлю. Название пряжи Bella Ombre Batik, торговая марка Alize. Цвет, потрясающий цвет от нежно-сиреневого до глубоко фиолетового. Идут переходы от светлого к темному. Я вязала от центра таблетки. И цвет пряжи 7496 по карте цветов производителя. В 250 граммах 900 метров. Производитель рекомендует спицы 2,4, крючок 1,3. Из этой пряжи вязать одно удовольствие. Очень мне нравится эта пряжа. Ажурные узоры смотрятся просто превосходно. Посмотрите, как нежненько пряжа ложится в узоры. Со своей стороны рекомендую, даже очень рекомендую вам приобрести эту пряжу, если у вас ее еще нет. Я надеюсь, вам мастер-класс понравился. С вами была Елена Ермина. На моем канале вы можете найти не только видеоуроки по вязанию узоров крючком и спицами, а также подробные обучающие бесплатные мастер-классы по вязанию плечевых вещей. У меня уже подготовлен для вас большой каталог. И ссылочку на этот каталог с бесплатными мастер-классами я оставлю всплывающие подсказки. В конце видео будут заставки, и также в описании под этим видео. Раскрывайте описание, и там для вас есть очень-очень много полезной и нужной информации. Всегда заглядывайте в мое описание под видео. Раскрывайте инфобокс и смотрите. Переходите по ссылочкам, подписывайтесь на мой канал и смотрите мой канал ежедневно. Я стараюсь практически каждый день для вас снимать информацию и видеоуроки. Я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра на моем канале. Всем пока-пока. До новых встреч.